Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня у нас будет на обзоре очень полезная вещь для тех, кто любит путешествия и отдых, а также для рыбаков. Для рыбаков, которые ловят рыбу с надувных лодок. А здесь у нас не что иное, как такой вот мини-насос для накачивания, грубо говоря, всего того, что плавает. Значит, насос у нас от фирмы AeroGogo под названием Gigapump 17. Значит, Gigapump 17 от того, что по максам он выдает 17 килопаскаль. Ну и накачивать он может матрасы, там плавательные всякие средства, нарукавнички, спасательные круги, бассейны, как мы видим, надувные лодки и т.д. и т.п. Ну и вот на обратной стороне коробочки у нас есть такая вот минимальная инструкция. Ну, также инструкция у нас есть в комплекте. Вскрываем коробку. Коробка вскрывается очень туго, так как все подогнано до миллиметра. Ну и вот она имеет черный цвет внутри. И вот такая вот дубовая. То есть качество, как говорится, налицо. Открываем наше покрывальце из такого тоненького поролончика и смотрим наш комплект. Ну, вот так это все дело у нас выглядит. Ну, первым делом, конечно же, вскроем инструкцию. Инструкция маленькая, удаленькая, в принципе, на английском языке, но буквально все понятно, считай по картинкам. Есть набор переходничков. По набору переходничков, это я сразу могу сказать, что это минус для такой классной вещи, для такого классного насоса. Так как переходничков здесь раз-два и обчелся. Вот такой переходник, такой и игла там для накачивания вот этих вот мячиков и нарукавничков, и маленьких спасательных кругов, ну и всего того обмундирования для наших деток, да. Для накачивания лодки, к сожалению, переходнички, вот ни один из этих не подошли. И мне пришлось выточить вот еще такой один переходник. Поэтому, кто захочет купить, сразу имейте в виду, что вам придется куда-то обратиться, наверное, к какому-то токарю, чтобы он выточил переходничок под ваш девайс. Далее мы имеем кабель зарядки USB-A на Type-C. Кабелек у нас коротенький, сантиметров 50. В принципе, он тут больше и не нужен. Далее по комплекту имеется такой вот чехольчик для хранения и переноски нашего чудного девайса. Ну и сам наш мини-насос. Ну, мини, конечно, уже тут язык не поворачивается сказать, так как мини-насос у меня был в прошлом году на обзоре вот такой. И это был Gigapump 4.0. Вот сравниваем. Штепсель и тарапунька. Обалденная штуковина. Опять же, ее всем рекомендую. Ну, а теперь давайте по данному девайсу. Отклеиваем нашу бумаженцию. И под бумажкой мы видим кнопку включения-выключения. Также мы видим индикатор зарядки. В наш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Батарея у нас 12 вольт, 2600 мАч. Ну и что по индикатору? Первый индикатор это у нас 20%. Второй индикатор, ну, вернее наоборот, 100%, 50%, 20%. Если у нас заряд падает ниже, чем 10%, у нас загорается красный индикатор, ну, что нам говорит о том, что пора бы поставить наш насос на подзарядочку. Дальше у нас есть гнездо подзарядки непосредственно самого насоса, и наш насос может работать как powerbank, то есть отличная вспомогательная функция на отдыхе. Все вы знаете, что телефоны садятся очень-очень быстро. Телефоны, там какие-нибудь мини-колоночки. Так вот, есть у нас порт зарядки. И давайте мы сразу сделаем взвешивание нашего приборчика, так как многим путешественникам и людям будет довольно интересен вес. То есть будет интересно, какой же вес придется тягать с собой где-то в рюкзаке, да? Так, весы у нас по нолям. Так, вот так, наверное, лучше будет видно. И устанавливаем. 390-391 грамм. Вот такой вес имеет наш девайс. Ну и теперь попробуем подзарядить и испытать все это дело в режиме powerbank. Берем комплектный кабелек. Подключаем. Берем телефон. Включаем. И смотрим. Мой телефон поддерживает функцию турбозарядки. Вот, но как мы видим,
Здесь не турбо, не быстрый, а здесь просто простая зарядка. Многие из вас скажут, сразу обратив внимание на кабель, что кабель здесь, конечно же, тоненький и не может пропустить большой ток для зарядки. Но, друзья, вот кабель от моего телефона Xiaomi 13T Pro, который поддерживает 120 Вт. И давайте я вам покажу, что даже на этом кабеле будет все ровно так же. Быстрой зарядки нет. Но в походе нам надо хотя бы, да, такая зарядочка, чтобы где-то куда-то дозвониться и о чем-то договориться. Имеются у нас два воздушных отверстия, то есть вот в это отверстие у нас воздух всасывается, ну и отсюда, соответственно, под давлением выбрасывается. Также этим девайсом можно отлично раздувать мангал, что является немаловажной функцией, опять же, на отдыхе. То есть включили там даже на первой скорости. Да, на первой скорости он выдает 6 килопаскаль, по-моему. Давайте к инструкции обратимся и посмотрим. Да, на первой скорости он и выдает 6 килопаскаль, на второй скорости он выдает, ну, то есть, судя по названию, 17 килопаскаль. Отсюда и название Гигапамп 17. Также здесь у нас есть фонарик. Вот это все дело белое, фонарик. Фонарик включается долговременным нажатием кнопочки. Нажимаем, держим. И у нас зажегся фонарик. Вам на камеру кажется, что все красиво залито белым светом, но оно не так. Здесь у нас два ряда попарных светодиодов, и они прекрасно глазом просвечиваются. В таком режиме мы получаем 600 люмен. Для снижения режима просто нажимаем кнопочку и отпускаем. Ну, быстрое нажатие. Раз. И мы получаем уже 400 люмен. Вам опять эти пары светодиодов не видны, но когда мы нажмем еще раз, и освещение упадет, вот видите, до такой степени, такой лунный свет, и этот свет составляет 40 люмен, то в палаточке мы можем, в принципе, хорошо проводить время. Даже книжечку, наверное, почитать под таким светом. И вы уже здесь видите то, что я видел на ярком освещении. То есть эти светодиоды, постоянно видны. Так, ну а что теперь? Теперь установим насадочку. Давайте что-нибудь мы тут положим. И будем включать наш насос, смотреть. Значит, двойным нажатием быстрым включается первая скорость насоса. Раз, два. Следующее нажатие. Большая скорость. Нажимаем и выключаем. Дует, друзья, он нехило. Опять же напоминаю, что у нас идет первая скорость 6 килопаскаль, и вторая скорость это уже у нас идет 17 килопаскаль. То есть это и есть название нашего девайса. На первой скорости он может выдать 300 литров в минуту, на второй скорости 450 литров в минуту. Мощность 120 Вт. Значит, на первой скорости он может проработать до 20 минут. На второй скорости, на максималках, да, он может проработать всего лишь 13 минут. Об этом устройстве я вам все рассказал. Вот. Еще раз покажу вот этого малыша для сравнения. То есть рекомендую сразу и это, и сразу это со спокойной просто душой. Я думаю, что все вы скажете мне спасибо за такой вот девайс. Теперь у меня в планах что? Обзавелся я воздушными шариками. И мы с вами попробуем накачать наши шарики. Качать будем, друзья, до упора. Поэтому закрывайте уши. Будем качать, пока шарик не лопнет. Итак, проверяем первую скорость. Что у нас даст первая скорость? Поехали. Даже на первой скорости наш шар ушел на небеса. Вот что с ним осталось. Хорошо. А давайте теперь сразу на второй скорости. Одеваем наш шарик. Ну, вот так примерно. Раз, два. Раз.
Вот на что способен наш насос. И еще мы сразу увидели полезную функцию данного насоса. Какая это функция? Правильно, это функция накачивания вот таких вот шаров для разного рода праздников. Если вам надо не сильно большое количество таких шариков, то можно спокойно воспользоваться данным насосом. Ну а если там супер-пупер 1000 шаров, то, конечно, лучше их качать уже с какого-либо баллона. Идем тестируем матрас. Значит, друзья, матрас в прошлом видео, будем тестировать тот же матрас. Я тестировал вот этот вот девайсик. Результат меня просто ошеломил. То есть мой сын качал матрас ручным насосом примерно где-то 10-15 минут. Данный девайс его накачал за 4,5, грубо говоря, минут. Обязательно перейдите, посмотрите вот на это видео. Ссылку я закреплю в описании к данному видео. Вот. И там уже определитесь, что вам можно себе, допустим, приобрести. Но, опять же, девайсы суперские. Все, идем тестировать тот же матрас. Посмотрим, насколько будет у нас разница. Так, ну что, народ, приступаем к тесту нашего матраса. Напоминаю, матрас 1,90 м на 1,35 м. Одеваем, вставляем. Кстати, насадочка эта подошла отлично. Вставляем плотно. Ну что, поехали. Хорош, друзья. Он так может и лопнуть, если честно. Опа, забыл я поставить на паузу. Ну, короче, ровно считай 1 минута и матрас накачан. Против старого насосика, маленького оранжевого, Gigapump 4.0, который качал, соответственно, этот матрас 4,5 минуты. Ну, а мы с вами можем смело на этом матрасе валяться. И вы видите, что он накачан как барабан. Я бы сказал, даже сильно. Достаточно, наверное, такие матрасы качать на первой скорости. Но если качаете на второй скорости, то обязательно контролируйте. Будет то же самое, что и с воздушным шариком. То есть 17 килопаскаль сюда по ходу перебор. Сильно он толстый такой, надутый. То есть вот я стою ногами. Матрас у нас 20 сантиметров высотой. Видите? Все шикарно. Так, ну что, есть у нас лодка. Лодка состоит из 2 баллонов. Здесь находится 2 клапана. Ну и попробуем накачать. Запустим таймер. И будем качать. Запущу таймер немножко раньше. И поехали. Ух ты! Звук поменялся, можем выключать. Звук поменялся. Можем выключать. Все.
Все, минута, сколько там, 12 было, да? Минута 12, и наша лодка накачана. Накачана, в принципе, смотрите, до какого состояния. Бомба. Шикарно, даже удивительно. Так, ну что, сейчас, наверное, уже без таймера. Просто будем ее откачивать. И вы сами посмотрите в реальном времени. Кто хочет, тот засечет. Для этого уже подключаем к другой стороне и включаем. Просто моментом. Удивительная история. Быстро, аккуратно получили блин из лодки. Вот и все, в принципе. Смотрите, как сжимает. Вот и все. Так что, народ, я бы сказал, что это просто шикарная вещь. Сейчас лодку можно спокойно сложить. Не надо там качаться, опять же, как мы качаемся, чтобы сложить эти матрасы, откачать воздух. Вот такая штуковина. На этом хочу с вами проститься. Обязательно покупайте такую штуку. Просто нет слов. Удивительно. Удивительно. Пока. Ты заходи, если что.